Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что сейчас происходит и что ожидается сегодня на мировых рынках и на российском рынке. Так, из того, что важно, сегодня предстоит выйти статистики по Германии, индекс деловой активности в производственном секторе. Это важная очень статистика, она показывает то, в каком состоянии находится экономика Германии, как она восстанавливается. Соответственно, 11:30 час X для евро. И далее, начиная с 15:30, у нас идет статистика по Америке, базовые заказы на товары. Ну и как вишенка на торте каждый день это выступление Пауэлла, который выступался каждый день. Ну и потом в 17:30 запасы сырой нефти. Сейчас на час время сместилось на летнее время в Соединенных Штатах, поэтому обращаю внимание 17:30, а не 18:30, как было ранее. Так, друзья, ну я вот с утра постил по доллару, по фьючерсу. Сейчас откроем график, посмотрим, какая текущая ситуация. Так, далее то, что касается мирового финансового кризиса, который в марте прошлого года состоялся. Здесь вот очень интересная зависимость, как проходили отскоки на финансовых фондовых рынках с момента 1929 года. Сейчас мы выполнили план 2009 года. Но поскольку это очень сильный и фундаментальный кризис, я думаю, здесь будет что-то в большей степени соответствующее эпохе 29-30-х годов. Вот такая вот картиночка. Ну и то, что касается каких-то долгосрочных, среднесрочных инвестиций. Вот многие задаются вопросом, возможно ли было, когда все это произошло, вот она вертикальная линия, купить и, соответственно, прокатиться на этом росте S&P, американского рынка и других рынков. Но здесь, располагая информацией о смертности от ковид и другой информацией, прокатиться, конечно же, было, как вы видите, нельзя, но можно было прокатиться, исходя из старого биржевого правила Ротшильдов. Покупайте, когда кровь течет по улицам. Хочу обратить внимание, что долгосрочные инвестиции, то есть когда купил и забыл, они с одной стороны, как показывает практика, являются наиболее прибыльными в конечном счете, а с другой стороны они наиболее рискованные, потому что здесь можно уйти в штопор. Так, друзья, далее то, что касается Китая. Но Китай сегодня подпровалился, но опять же здесь дно, которое было ранее достигнуто на 9 марта по традиции, оно на текущий момент не пробито. В том случае, если будет пробой уровня 4900, это будет не очень хорошо и для китайского фондового рынка, и вообще для мировых фондовых рынков. Пока такой пробой не состоялся, высока вероятность того, что от текущих значений на этой неделе может произойти коррекционный отскок и возврат в консолидационный диапазон, который находится в диапазоне 4930-5150. Вот сюда вот. Так что за Китаем, можно сказать, необходимо наблюдать с придыханием. Так, ну вот японский фондовый рынок, он сегодня падает пошустрее китайского, но опять же подходим к ключевому значению для японского рынка, это было 5 марта. Будет, не будет, пробой значения 28 250-200. Соответственно, если этот пробой возникает, то по аналогии с Китаем начинается существенное сползание. Для японского рынка цель сползания находится в районе 26 500. Так, далее Baltic Dry. Baltic Dry начал немного откатываться. Совсем немного, на 2%. Он вчера просел, но на самом деле для него было бы оптимально вернуться в диапазон от 1500 до 1800. Далее DAX, немецкий рынок, дневной таймфрейм. Но здесь вчера он достаточно позитивно отторговался. Посмотрим сегодня, какие будут движения на фоне выхода макроэкономической статистики по Германии. Пока здесь ничего негативного график по DAX дневной не предвещает. Далее SFD на фьючерс S&P 500. Здесь сейчас идет небольшое проседание, но смотрите, у нас есть минимальное значение 3880. Если оно не пробивается, если идет торговля на текущих значениях или осуществляется краткосрочное движение, то это все ведет к тому, что здесь будет консолидация и, соответственно, попытка движения к верхней границе, это 3980-4000, вот сюда, в этот диапазон.
Если все-таки это движение получает развитие и мы пробиваем 3880, то вот здесь можем повторить и движение на 3790, а дальше посмотрим. Так, друзья, далее индекс доллара. Индекс доллара, опять же, дневной таймфрейм. Смотрите, здесь у нас час X 92,5. Вот либо мы сегодня-завтра отбиваемся и идет просадка с целью 91,2 и продолжается вот эта консолидация, движение в боковике. Если же все-таки здесь у нас возникает пробой и закрепление, то уже в ближайшие недели цель движения будет 94. Так, далее индекс VIX. Индекс VIX подрос. И сегодня мы за VIX посмотрим, как будут развиваться события. Если на этой неделе он не пойдет выше 23, то весьма вероятно, что вот эта болтанка по VIX продолжится. И, соответственно, особого негатива, по крайней мере, по американскому рынку не возникнет. Так, друзья, далее биткоин, дневной таймфрейм. По биткоину масса вопросов в последнее время поступает, когда он упадет до 3000. Но до 3000 я не думаю, что он упадет в обозримом будущем. Вот. Здесь на повестке дня опять же стоит удержание уровня, ну уже он немножко вниз ушел, это 52 900, 52 850. Если повторно мы не пробиваем этот диапазон, который был обозначен вчера, ну вот минимальное значение, сильный уровень, то у нас здесь какое-то время крипта поболтается и будет отсюда коррекционный отскок развиваться. Цель коррекционного отскока переписать хай, который был достигнут 14-13 марта. Так, друзья, далее нефть Brent, недельный таймфрейм. Ну смотрите, у нас на самом деле мы его цель одну выполнили. И теперь, ну, по логике вещей, по-хорошему нефти надо бы скорректироваться, сходить в район 56.25, в район 55. Вот сюда вот, в этот диапазончик, который ранее был не один раз обозначен. Вот, сейчас подошли к круглой цифре 60 с половиной. Возможно, сегодня-завтра будет попытка отскока от этой цифры. Но я думаю, сейчас на текущий момент здесь этот отскок он будет не очень большой, дохлой кошки. И с учетом того, что мы пробили 62 и уже устойчиво проторговались, здесь ну, полагается сходить куда-то сюда, в район 56,5-55. Так, далее дневной график. Здесь у нас попытка отскока сегодня происходит. Но это вполне естественно. Исходя из часового таймфрейма, мы определенные лои сделали в районе 60. И сейчас нефти полагается отскочить. Цель отскока находится на 62,4. Вот здесь вот. Если мы здесь закрепляемся, начинаем торговаться, отсюда последует следующий отскок, цель которого уже будет 64. Если на сегодня возникает движение, которое пробивает уровень 60, то весьма вероятно уже на этой неделе или в первой половине следующей мы увидим движение на 56.25. Вот. Но на сегодня, я думаю, здесь все-таки более вероятен отскок, попытка отскока движения на 62,4. Помним, что в 17:30 выйдут данные о запасах, и, соответственно, это может добавить волатильности. Но мне сейчас какой видится сценарий, что вот это движение, оно произойдет до выхода запасов. Дальше, ну, в последнее время запасы выходили больше ожиданий, поэтому логично, что после выхода запасов здесь какой-то произойдет коррекционный откат на 68, возможно, даже ниже. В любом случае, я думаю, здесь сейчас наиболее вероятный сценарий это движение нефти в район 62,4, а дальше посмотрим. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. По золоту небольшой отскок у нас уже произошел. Сейчас на текущий момент решается вопрос, пробьет, не пробьет 1727-1726. Если вот этого пробоя не будет, то мы затягиваемся и идем для начала на 1733-1734, вот сюда, вот к этому значению. Если здесь будет пробой, оно уходит сначала на 1724, здесь поторговаться. И потом, если оно здесь будет торговаться, все равно, я думаю, более вероятен отскок наверх и уход на 1733. Если мы отсюда сейчас идем пробивать 1721, то весьма вероятно следующей точкой остановки будет либо 1705, либо 1700.
Пока, я думаю, на текущий момент, сейчас давайте 15 минутку, на текущий момент 9.34 по Москве, если не будет развиваться вот это вот движение и пробитие 1727, то нас ждет отсюда коррекционный отскок. Первая цель потестить 1733, в случае пробития сходить на 1739. Вот, если сейчас вот локально прямо час-два смотреть будет пробитие 1727, то в этой ситуации мы уйдем торговаться вот сюда, в этот диапазон. Ну а дальше посмотрим, будет, не будет пробитие низов. Пока сейчас все-таки, я думаю, в большей степени вероятен отскок, хотя бы куда-то сюда. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Серебро находится на пути с целью потестить 24, 84, 24,1. Но сегодня в ночь произошла попытка разворота. И поэтому на ближайшие час, два, три, если не будет повторного движения с целью пробить 24,95, нас отсюда ожидает коррекционный отскок целью 25,68. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, давайте взглянем. Июньский фьючерс, ну смотрите, 139 500 пришли и увязли на этом значении. Вот здесь, если не развивается добой и пробитие 138 700, то у нас здесь по факту проторговки возникает возможность для отскока, и цель этого отскока будет находиться в районе 144 500. Это если рассматривать перспективу движения нескольких дней. Если все-таки 139 500, 138 500, вот этот диапазончик пробивается, то у нас цель движения будет сначала в район 133 500, и потом дальнейшая просадка в район 129-128 тысяч. Переходя на часовой таймфрейм, мы видим, здесь произошел разворот. Соответственно, ближайшая цель движения по РТС 141 600. Эта цель будет реализована в том случае, если в ближайшие часы мы не пробьем 139 тысяч, 139 500. Вот этот вот более короткий диапазон, он не такой, как на дневках, но и идея это более короткая. Сейчас по часовику РТС смотрит наверх, отскок на 141 500. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм, то, что нас волнует больше всего каждого из нас и до глубины души. Но смотрите, здесь вот то, что произошло закрепление выше 76,2, указывает на то, что весьма вероятно продолжение этого движения. Есть здесь рубеж, который очень сложно будет перемолоть, это 77,35. Вот если этот рубеж будет пробит, то возможно все, и даже самые ужасные страхи, которые сосредоточены в ожиданиях на апрель, и движение доллара на 82 вполне могут реализоваться. Сейчас на текущий момент посмотрим сегодня, как будут развиваться события. Будет, не будет закрепление выше уровня 76,2, 76,25. Если будет, то мы переходим торговаться вот в этот консолидационный диапазон. Обращаю внимание, вот это значение 77,35 это как противотанковый ров. То есть высока вероятность, что он отсюда будет отбит. Но если он его пробьет и закрепится, то дальше возможно уже все. Так, друзья, ну вот часовой таймфрейм, то есть у нас рубль-доллар, мы с вами поняли, что сейчас ожидание нахождения вот в этом консолидационном диапазоне. Но если сегодня мы пробьем вот этот уровень 76,2 и закроемся ниже, то вот эта вся конструкция, которая была, это ложный пробой, и мы вернемся торговаться вот сюда, вот в этот диапазон. Сейчас на часовике, как вы видите, была ну, такая средненькая раздача, кто-то разгрузил позы в долларах, и сейчас весьма вероятно будет коррекционный откат. По фьючерсу я в Телеграме обозначал свои ожидания, по споту USD Tomorrow цель движения 76,3, 76,2, вот сюда, вот в этот диапазончик. Переходя на 15 минутку, пока идет движение вниз, ну, на укрепление рубля, цель этого движения 76,3, 76,2. Я пока не вижу, не наблюдаю никаких разворотных формаций для того, чтобы в первой половине дня произошел отскок и движение на 77. Но опять же, вот уже совсем переходя на микроскоп, на минутный таймфрейм, что здесь можно наблюдать? Попытка разворота была в 9.35, но эта попытка разворота, она пока успеха не принесла. Говорить о том, что сценарий на дальнейшее укрепление рубля
ну, в район 76,2 не состоялся, можно будет только в том случае, если пойдет движение наверх, которое приведет к пробитию 76,64, 76,65. Обращаю внимание, что вот уровни, которые я обозначаю, это не есть какие-то точные цифры. Точнее, это, извините за тавтологию, это точные цифры, которые получены в результате расчета. Но то, как они будут в текущей ситуации или в будущем влиять, здесь есть определенное облако вероятности, которое проходит около этого уровня. То есть торможение может возникнуть чуть ниже и чуть выше. Более надежно оно срабатывает, когда происходит небольшой прокол и потом откат. Сейчас, пока 76,64 не пробито, весьма вероятно здесь будет либо консолидация, либо движение на 76,3, 76,2. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь очень интересная ситуация, очень. Она очень интересная и она дает массу возможностей, потому что сейчас выходит статистика по Германии, PMI производственной, которые для Германии кровь и плоть. Вот. И поэтому здесь у нас двойное донышко наметилось. Если сейчас не происходит пробой 18.25, 18.10 вот этого диапазона, то отсюда произойдет отскок. Цель этого отскока – движение вот сюда вот на 19.36. Если здесь будет пробой вот этого диапазончика, то мы уходим под сильный уровень 17.90. Но уход под этот уровень и проторговка откроет для евро дорогу на 1.16. Но с моей точки зрения сейчас достаточно высока вероятность вот этого отскока. А дальше посмотрим, что там и как. Опять же, надо четко понимать, что это не предсказание, что вот оно пойдет навсегда так. Нет. Если будет пробой диапазона, то сценарий другой будет срабатывать. Здесь разветвленный алгоритм if. Так, друзья, далее Сбербанк. Здесь интересная картина. Сейчас идет борьба за 282, 282,5. Были крупные покупки в районе 284, но эти покупки пока не вышли. Соответственно, это создает почву для того, чтобы произошел, ну, как минимум, коррекционный отскок. Так, перейдем на часовик. Ну, смотрите, часовик здесь вообще айс, потому что вот этот часовик, он указывает на то, что падение, оно уже застопорилось. Не будет, если пробитие 281,9, 282,5, вот этого нового диапазона здесь народившегося, то нас отсюда ждет коррекционный отскок сначала на 285, и как только будет пробит этот уровень, открывается движение на 289,4. Вот. Если уровень здесь пробивается, то мы по Сбербанку идем тестировать 278. Здесь уже ничего не попишешь. Вот. Но пока по структуре сделок, которые здесь происходят, я могу сказать, что есть все основания отскочить хотя бы на 285. Так, друзья, далее Норникель, дневной таймфрейм. Смотрите, вот сейчас очень важный момент. Тестирование на прочность 22.200, 22.100. Посмотрим, как здесь будут развиваться события, пока ничего не могу сказать. Но если переходить к часовику, то хворост готов для того, чтобы отскочить на 22 500. И в случае закрепления на 22 500, дальнейшее движение на 22 700. Вот. Здесь ситуация, с одной стороны, достаточно рискованная, с другой стороны, сильный уровень, который бронещитом выступит в случае движения вниз. То есть для того, чтобы вот это значение пробить, я так полагаю, это будет не с первого раза, если движение развивается вниз. Так, друзья, далее Газпром, сразу беру 4-часовик. Но смотрите, 221 пока устоял. Был прокол вчера, но этот прокол выкупили полностью, подчистую. Поэтому на что хотел обратить внимание. Сейчас немножко сместился уровень на 4-часовике, если глобальные таймфреймы брать, это 221. Вот. Но судя по вот этому движению, 221 пока не пробит. Были проколы, которые откупались. Поэтому на сегодня, на текущий момент, если 221, 220 мы не пробиваем, то у нас отсюда ждет коррекционный отскок. Цель этого коррекционного отскока 226, потом 229. Но если будет пробито 220, 219,5, то нас ждет увлекательное движение на 214,5, а потом, возможно, 208. Вот, поэтому по Газпрому такая ситуация. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, если моя аналитика вам
приносит доход. Я на это очень надеюсь. Подписывайтесь на мой YouTube и Telegram канал. Спасибо.